Часто на якобы обычные виды, пейзажи смотришь стандартным взглядом. Почти во всем видишь природное. Нас так учили, нам так говорят. И только человек создал на этой планете техногенные объекты, в частности, карьеры, терриконы, отвалы, которые по масштабу сравнимы с природными. Но стоит поселить в своей голове мысль, что и до нас, а может и вместе с нами, некие силы занимались тем же самым, что и мы сейчас. Взор находит такое. Отчего идут мурашки по коже. Шлифованные горы со следами машинной обработки по всей планете, есть сглаженные горы с абсолютно ровными поверхностями. Люди не первую сотню лет посещают их и живут рядом, но мало кто задумывается над тем, как могла вулканическая лава или выветривание, если верить официальным версиям образования, их так ровно отшлифовать. Предлагаю вашему вниманию материал, который наглядно покажет искусственное происхождение некоторых таких гор, обработанных машинным методом, в некоторых случаях с применением плавления, либо пока порода еще не застыла после образования. Масштабы работ настолько грандиозны, что поражают воображение. Некоторые просто отказываются верить собственным глазам, мозг и школьные знания блокируют трезвое восприятие. Тем не менее, нужно сильно постараться, чтобы не заметить явной искусственности этих артефактов при наличии общей картины. Для начала вспомним, что для древних цивилизаций масштабная работа с камнем почему-то не представляла особого труда. Самый известный пример – древний город Петра в Иордании, в котором также имеются идеально ровные склоны гор, на которых можно даже обнаружить следы механического воздействия, циркулярной пилы, шлифовки, оплавления и т.п. Следы дисковой пилы или подобного инструмента имеются на базальтовых блоках храма Неусера в Абу-Сире, на блоках пола храма возле Великой пирамиды на плато Гиза, а также в Саккаре в храме возле пирамиды фараона в династии Усеркофа. В наиболее древней части храма номер 1 Хатусы, древней столицы Хеттской империи, в самом нижнем ярусе кладки был найден блок из твердого черного базальта, который буквально исполосован различными пилами, в том числе и дисковой пилой. Огромное количество машинных прорезей наблюдается в Карнаке. Следы дисковой пилы в Баальбеке и перечисленная, только небольшая часть материальных следов и артефактов, зафиксированных и задокументированных. Проведенный анализ микрочастиц этих объектов также указал на примерные характеристики использовавшихся инструментов. В их основе неизвестный сплав никеля и кобальта, который не входит в номенклатуру как ныне производимых сплавов, так и когда-либо вообще производившихся человечеством на протяжении всей известной истории. В Южной Америке целые пласты гор, срезанных и отшлифованных. А теперь, для сравнения, пройдемся по некоторым известным объектам, естественное происхождение которых не ставится под сомнение, по крайней мере официально. Бакскин Галч, Юта, Вади Доан, Йемен Королевский каньон, Австралия. Официально ни в одном из этих мест никогда не было карьерной выработки такими огромными машинами. У берега моря добывают известняк. Металлургии нужно много извести. И транспортировка, самая дешевая, по воде. Белые скалы Дувра, скалы, обрамляющие английскую береговую линию пролива Па-де-Кале, являются частью возвышенности Норт-Даунс. Склон скалы достигает 107 метров в высоту. Здесь даже видна прямолинейность в выработке. Но эти скалы считаются природным образованием. Информации о том, что здесь велась добыча мела, конечно же, нет. Но аналогии с карьерами очевидны. Историки не знают, зачем сделаны все эти террасы. Похоже на небольшой карьер. Историков не удивляет то, что у индейцев было огромное количество золотых изделий, а как и где его добывали. В парке Тимна расположен самый древний медный рудник в мире. Добыча меди здесь началась за 4 тысячелетия до нашей эры, то есть 6 тысяч лет тому назад. Именно в Тимне находятся медные шахты, получившие название копи царя Соломона. Все остальные медные рудники, упоминающиеся в литературе под таким названием, как оказалось, являются вымышленными, и лишь медные шахты в долине Тимна реально существовали. Википедия – интересный вывод. Значит, только здесь в глубокой древности что-то добывали, а в других местах планеты – не-не. Практически по всей планете встречаются холмы, которые часто просто не вписываются в равнинный пейзаж территории.
Почти все они имеют илово-карбонатную породу, их слагающую. По официальной точке зрения геологии, это образование ордовикского периода палеозойской эры. Ордовикский период начался 485,4 плюс-минус 1,9 миллиона лет назад, кончился 443,4 плюс-минус 1,5 миллиона лет назад. Продолжался, таким образом, около 42 миллионов лет. На эту тему образования подобных холмов даже написаны диссертации. И здесь, пожалуй, добавить обывателю нечего. Но есть энтузиасты, которые рассматривают эти объекты с иной точки зрения, не совсем укладывающиеся, не то что в научные доктрины, но даже сценарии фантастических фильмов. Перед тем, как ознакомиться с этой версией, давайте полюбуемся на фотографии илово-карбонатных холмов, расположенных во многих областях планеты. Одними из самых ярких и необычных и многочисленных холмов, которые выбиваются с равнинной местности, это шоколадные холмы острове Бохол, Филиппины. В районе городов Кармен, Батуан и Сагбаян расположено 1268 необычных холмов конусной формы. Холмы различаются по высоте. Самый низкий достигает 30 метров, самый высокий устремляется вверх на 100 метров. Впечатляет площадь, занимаемая этим чудесным пейзажем, 50 км. К единой официальной гипотезе их образования ученые так и не пришли. Порода холмов находится сверху слоя глины. Местные стараются их всячески маскировать, высаживать деревья, как китайцы с пирамидами, то есть можно предположить, что возраст холмов вовсе не миллионы лет. Наука рассказывает, что их происхождение началось много миллионов лет назад в результате накопления большого количества песков и других минеральных пород. Под воздействием воздуха и воды эти породы медленно окислялись, что и стало причиной столь необычного окраса песчаников. Наслаиваясь и взаимодействуя друг с другом, различные породы образовали рисунки причудливой формы. Вот такие они, чудеса природы, на самом деле. Это не планета, это гигантский карьер, на котором самым варварским способом добывают всю таблицу Менделеева, и причем уже очень давно. Раскопки змеевых валов показали, что в них ничего нет, кроме пустой породы. Деревянные укрепления встречаются исключительно редко. Создается впечатление, что в этих местах уже готовый вал был приспособлен к новым, оборонительным задачам. Но к оборонительным задачам приспосабливали и крутой берег реки. Это же не значит, что река была построена людьми для оборонительных целей. Также вы можете сразу возразить, а где же тогда остатки всех этих машин и механизмов, а также остатки заводов, на которых их сделали? Ответ: все эти машины и механизмы были произведены не на Земле, а где-то в другом месте, и только потом доставлены на Землю. Поэтому мы и не наблюдаем следов техногенной инфраструктуры в древности. То есть, картина ровно та же самая, которая была показана в фильме «Аватар», где техногенная цивилизация приходит на планету. Где обитает биогенная цивилизация, уже с готовыми и очень развитыми машинами и механизмами, которые были произведены на их родной планете. Затем, когда все, что было интересно на захваченной планете, добыто, эта же цивилизация забирает машины и механизмы назад, к себе домой. Некоторые из альтернативных исследователей нашего прошлого уже давно обратили внимание, что некоторые места нашей планеты явно представляют собой вовсе не естественный природный ландшафт, а результат варварской разработки недр Земли в прошлую эпоху. Многие горы представляют на самом деле искусственные терриконы, а так называемые природные каньоны – гигантские карьеры по добыче полезных ископаемых. Но кто мог в далеком прошлом использовать такие огромные роторные экскаваторы и другие технические устройства, создание которых остается недостижимым даже для нашей современной технологически развитой цивилизации? Кто же тогда мог так варварски потрошить недра планеты в прошлой эпохе? По этой теме существует несколько альтернативных гипотез, и сегодня я хочу познакомить вас с одной из них, которая изложена в книге российского путешественника и исследователя тайн древних цивилизаций Георгия Сидорова под названием «Система и общие единые законы мироздания». Вот что там об этом написано на основе сведений, полученных Г. Сидоровым от хранителей древнего знания. Разумные насекомые 40 миллионов лет назад.
Назад снова появились на Земле и сразу взялись за обустройство планеты под себя. По геологической шкале времени это случилось в Олигоцене. Чем они занялись? Прежде всего добычей на Земле разных полезных ископаемых. Им были нужны редкоземельные элементы, чистые, без примесей. И еще тяжелые металлы во главе с золотом и платиной, они в основном сосредоточены в ядрах планет. Земля – исключение. На нашей планете тяжелые металлы можно встретить где угодно, даже на поверхности. Все это из-за интенсивного горообразования и движения тектонических плит. Причины непрекращающегося роста нашей планеты взялись за разрушение на Земле экосистем посредством интенсивной переработки земной коры. Долгое время палеонтологи никак не могли понять, почему 35 миллионов лет назад на Земле произошла такая же экологическая катастрофа, какая произошла в конце мелового периода. Огромное количество растений и животных исчезло. На гигантских просторах нашей планеты образовались пустыни. Откуда-то взялся песок, который покрыл словно саваном влажные цветущие степи, леса и саванны. И никому из наших ученых не приходит в голову, что все это на нашей планете было сотворено искусственно. Инерция мышления наших научных светил такова, что академики не верят своим глазам. Хотя факты говорят сами за себя. На всей Земле хорошо видны следы гигантских роторных экскаваторов. Эта техника сносила гигантские горные хребты. Пример тому ободранный со всех сторон Кайлас. В настоящее время это уже искусственная гора. Когда-то ее основание являлось частью гигантского хребта, который миллионы лет назад сожрала неведомая нам техника. Следы этой чудовищной техники хорошо прослеживаются на всех континентах. Ты видел когда-нибудь горы Крыма? Когда туда попадешь, увидишь все своими глазами. Горы Крыма напоминают гигантский карьер. В них пробиты громадные ущелья, там вычерпаны целые долины. Местами до сих пор видны выбранные роторными экскаваторами террасы. Горы полуострова искусственно разрушены. Это хорошо видно невооруженным глазом. Но ученые в упор ничего не видят. Точнее, ничего не хотят видеть, часть гор Кавказа тоже разрушена. Некоторые хребты Урала снесены до основания. То же самое прослеживается в Алтае, Саянах, на Верхоянском хребте и горной системе Черского. Если взглянуть на американский континент, то там мы увидим то же самое, взять Большой каньон. Неужели не видно, что он искусственный? На его стенах везде следы фрез, о чем говорят уцелевшие скалы Останцы. Не о выветривании, а о том, что они оказались в стороне от проходки, их случайно бросили. Стоят они десятки миллионов лет, и им ничего не стало. Точно такую же картину можно наблюдать в Андах, Кордильерах, а скалистые горы. Это то, что уцелело от Большого хребта. По самым скромным подсчетам на нашей планете, в тот тысячелетний период времени тотального разрушения исчезли несколько горных систем. От них практически ничего не осталось. Если посмотреть с высоты птичьего полета на Среднесибирское плоскогорье, то хорошо видны снесенные горные хребты. Везде маячат скалы Останцы. Одним словом, сплошной каменный хаос, которого в природе быть просто не может. И везде, куда ни посмотреть, следы гигантских роторных экскаваторов. Но наши ученые не заморачиваются подобными вопросами. Кто ломал и крушил? Кому нужны были наши горы? Следы фрез никто не видит. Примерно такой же хаос царит и на Филиппинах.